Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить довольно необычную модель. Конечно, прототип вы видели довольно часто на моем канале. Это ZIL, и не простой, а MMZ 555 самосвал. Это набор от фирмы АВД, и он не в обычном 43-м масштабе, как это бывает у этой фирмы, а в 35-м. И об этом говорит дизайн коробки. Здесь совсем другая модель. Она выполнена из обычного пластика, и вам потребуется тут обычный клей для моделизма. Таким же клеем вы клеите модели от фирмы Звезда, Трумпетер, ну и Менг, и что там еще. Здесь нет ни металла, ни АБС пластик, и суперклей вам здесь точно не понадобится. Давайте собирать эту модель. Итак, на коробке ZIL где-то на стройке выкидывает щебень из своего кузова, а строит, скорее всего, в хрущевочке в советское время. И довольно интересный бокс-арт, но здесь, мне кажется, не очень правильная мордочка. Основные фары должны быть сверху, если это MMZ 555. А на обратной стороне собранная модель. И тут, кстати, указано авторство. Это Воробьев Александр собрал ее. И это довольно хорошая модель. Очень аккуратно сделана смывка. И, кстати, по этим фотографиям мы можем понять, насколько тут детализирован двигатель и трансмиссия, и насколько в кабине мы можем изобразить приборную панель. Также эта модель сделана по лицензии ZIL IP, так что эта организация, мне кажется, довольно странной, но свои отчисления на какие-то имеет лицензионные. Давайте смотреть, что внутри. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А внутри у нас резиновые колеса, которые имеют довольно удобное крепление, и при установке у нас не будет никаких излишних швов, которые портят впечатление от резины. Очень удобно. Собственно, сама радиаторная решетка. И этот набор отличается от предыдущего, который выходил у АВД, именно вот этим литничком и также кузовом. А это детали из прозрачного пластика, тоже очень качественные. Инструкцию, кстати, в АВД пересмотрели. Теперь она имеет формат вот такой книжечки. И, кстати, очень удобно и понятно. Стало намного проще ориентироваться при сборке модели. Довольно увесистая. Эта инструкция даже стала напоминать больше инструкцию наборов от Baomi. В принципе, тех же костромских товарищей. И инструкция об окраске. Нам предлагают сделать два варианта зилка. Зелененький, такой военный, и классический голубой. И, соответственно, декали. И из интересных декалей, мне кажется, здесь только, наверное, не работать без упора. Ну, вот так. Собственно, сами декали. Я бы предложила бы АВД делать их не белые декали на белом бумаге, а хотя бы использовать, может быть, какую-то голубую бумагу, как это делают многие фирмы. Ну и самое, мне кажется, приятненькое, это вот такая маленькая открыточка, которую вы действительно можете отправить, ну или то, что у вас останется на память от собранной модели. Поехали! Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Начала я работу над моделью со сборки двигателя. И тут было все просто. И костромичи исправили ряд косяков в инструкции от прошлой модели, но и добавили новых. Кстати, обратите внимание, что в некоторых местах неверно обозначены детали. Особенно это касается деталей лонжеронов рамы. Так что не пугайтесь и будьте внимательны.
Кабина по сравнению с бортовым грузовиком не претерпела изменений, только производитель добавил поздний вариант передней облицовки радиатора. Это немножко странно. Я находила фото зилов ММЗ 555 с поздней облицовкой, но это были фотографии времен уже после перестройки. И, скорее всего, сгнившую кабину со старой облицовкой меняли на новую, которая была под рукой. Но я буду делать советский вариант грузовика, и из коробки с бортовым зилком я возьму раннюю облицовку кабины. Так что, мне кажется, это будет правильнее и аутентичней. Обратите внимание, что при сборке кабины вам надо будет зашпаклевать два шва на месте стыка деталей с рамой ветрового стекла и боковыми облицовками кабины. Такой момент характерен для моделей ЗИЛ от фирмы «Звезда» в 43-м масштабе. И, видимо, корни у этих моделей примерно одинаковые. Хотя у киевского i7 в их линейке ЗИЛ-131 в 35-м масштабе такой проблемы не было, а кабины у этих грузовичков очень сильно похожи друг на друга. Рама собралась довольно приятно, она укорочена, это одно из главных отличий от бортового зилка. В этом видео речь пойдет про грузовик, который отличился особой популярностью благодаря своей производительности на территории СССР и России. Это легендарная машина ЗИЛ-130. И вместе с тем попытаемся понять, чем является машина ММЗ-555. Это отдельный грузовик или же одна из моделей зилка? Когда речь заходит о ММЗ-555, многие могут заблуждаться в том плане, что этот транспорт не имеет отношения к ЗИЛ-130. Лишь немногие автолюбители знают, что данная машина является всего лишь улучшенной версией ЗИЛ-130, а его полный индекс ЗИЛ-ММЗ-555. И все это происходит по одной причине, что многие авторы на ресурсах просто сокращают индекс, оставляя лишь ММЗ-555. К примеру, Брабус не превращает Мерседесы в Брабусы, а всего лишь делает их более улучшенными. Тут то же самое, только вместо улучшения тут больше речь пойдет про специализацию. ЗИЛ ММЗ-555 отличается от ЗИЛ-130 тем, что кузов его походил на корыто. Когда в таком грузовике доставляли сыпучий груз, то большая часть этого груза во время движения просто вываливалась. И чтобы минимизировать эти потери, умелые водители решали эту проблему своими силами. И еще одно отличие, которое было у данного грузовика, это короткая база. Это делало его легче на полтонны. Мне осталось собрать кузов. Обратите внимание, что задняя стенка может быть подвижной, и по идее кузов может опрокидываться. Но у меня в наборе не оказалось металлической втулки, и поэтому мне пришлось сделать модель статичной. И тут нужно отметить, что разрабатывать данную машину начали в 1964 году, но есть ресурсы, которые утверждают, что производство было запущено в 1962 году. Сам кузов делали на заводе в Мытищах, а шасси сходило с конвейера ЗИЛ. Предварительно я загрунтовала модель. Пластик у этого набора самый обыкновенный, привычный для любого моделиста. Но грунтовать я все равно рекомендую. Вначале я окрашиваю в черный цвет нижние поверхности кабины, чтобы создать дополнительные тени и избежать некрасивых непрокрасов. Зилок у меня будет покрашен в веселый зеленый цвет, не военный, а именно гражданский цвет. Логично, конечно же, красить зилки в голубой. Но за свою карьеру моделиста я уже успела построить огромное количество зилов, которые как раз таки и были голубыми. Так что яркий зеленый зил отлично дополнит коллекцию. А, кстати, прошлый бортовой ЗИЛ я покрасила в защитный цвет, и видео его постройки у меня есть на канале, так что рекомендую его посмотреть. А также он является героем одной из моих диорам. Черным шинным цветом я окрашу раму, я просто ее задую без особых художественных излишеств. Кузов мог впирать всего 3 кубометра. Этот недостаток также устраняли поднятием бортов, за счет чего можно было перевозить аж до 5 кубометров груза. А некоторые модели 555-х вы можете встретить и в наши дни. Это говорит о том, что грузовики получились успешными, производительными и довольно выносливыми. И время ручных работ. Мне надо окрасить кистью сиденья, руль, рычаги управления трансмиссией. И также я окрашу в металлик двигатель и радиатор.
Черной матовой краской я окрашу уплотнители на стеклах грузовичка. Смывкой я выделю небогатый рельеф зила. Смывка – это темная жидкая масляная краска, которая отлично затекает в углубление рельефа модели, делая ее более реалистичной. Немного пообдираю кузов. Металлической краской я изображу стертый и отполированный абразивом кузов и дополню образ ржавыми сколами краски. Этот прием позволит мне сделать мой грузовик рабочей лошадкой. И вот такая модель у меня получилась. И этот зелок я решила сделать таким ярким, зеленым, а не обычным военным. И в этом видео, надеюсь, вы подчеркнули что-то новенькое и нашли какие-то интересные моменты для постройки своих моделей. А по поводу этой модели мне хочется сказать, что она выполнена довольно приятно. Ее довольно приятно собирать. Конечно, есть некоторые недочеты касаемо вот этого места со шпаклевкой. А так, очень хорошенькая модель. 35-й масштаб. И она выглядит довольно все-таки мелкой, потому что этот зелок имеет немного уменьшенную базу по сравнению с обычными. И также мне в наборе очень понравилась инструкция. В этот раз она сделана очень увеличена и довольно понятно. Конечно, там тоже есть небольшие недочетики, но я надеюсь, ребята их исправят, и в следующих наборах нас ждет идеальный набор. До новых встреч, пока-пока!